Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Пасьянс, второй расклад, неожиданности и сюрпризы сентября. Давайте узнаем, что нам расскажут карты. У нас сегодня две колоды. И пасьянс у нас сегодня тоже новый. И я создала более объемные карточки, чтобы было лучше видно. Но некоторые значения могут перекликаться, то есть вы их можете знать. Для любителей пасьянса, по крайней мере, это может быть актуально. Но есть и новые значения. И тоже где-то специально для нашего расклада неожиданности и сюрпризы. Ну, вложила некоторую энергетику в эти карты, и я так надеюсь, нам они дадут какие-то подсказки. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и как альтернативный вариант развития событий вы для себя, может быть, какие-то шаги просчитаете. И сентябрь может быть переменчивым уже начиная с первых дней. И это происходит планетарно за счет ретроградности. Много планет, серьезных игроков на нашем астрологическом небосклоне участвуют вот в этом обратном движении, возвращая нам какие-то ситуации, истории. Может быть, вопросы, которые не решены по документам. Мы будем делать своеобразные выборы. Это не только сентябрь, это вся осень, мои дорогие. Быть готовым где-то к неожиданностям определенно стоит. Как и в хорошем плане, так и то, что нас может застать врасплох, не должно выбить нас из колеи надолго. Этот момент тоже присутствует. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Но такие серьезные планеты, как Плутон, Уран и все это ретро-движение, Нептун, Сатурн, некоторые уходят с первых чисел сентября в это обратное движение, некоторые уже находятся. Но я на этом не останавливаюсь долго. Кому интересно, перейдите на мой сайт. Я оставлю ссылки в описании под видео. Есть и статьи по психологии, есть и планетарные гороскопы. И тоже сравнить свои намерения с расписаниями звезд не лишняя практика. Мы идем с вами вперед. Неожиданности и сюрпризы для вас, как видят карты. Карты пасьянса, в первую очередь. Какие же неожиданности и сюрпризы, или с чем вы можете столкнуться в сентябре? Может быть, с первых чисел сентября. Я больше предполагаю наш расклад по времени, наверное, до середины сентября. Хотя я допускаю, тут у каждого по-своему. Может и вообще ничего не проиграться. Или может с какими-то запозданиями то или иное событие произойти. Но поскольку жизнь наша очень быстрыми темпами идет вперед и неожиданными часто, мы можем где-то думать, себе установить какой-то регламент по времени, а здесь что-то может и ускоряться, мои дорогие. И у вас выпадают официальные документы. Конверт вот этот запечатанный, имеется в виду какие-то важные бумаги. Может быть, придется обращаться в инстанции или для себя оформлять, опять же, какие-то документы. Это может быть связано с любой сферой жизни. Но какие-то чиновники или, может быть, получение официальных документов, если вы уже ждете, оно как будто состоится. Во вторую половину, ближе ко второй половине сентября я повторю. Планирую, по крайней мере, повторить этот прогноз, как до конца сентября события. Потому что могу предположить, что где-то могут ситуации принимать быстрый оборот. И посмотрите, получение документов, видимо, вам вселяет либо какую-то уверенность, либо само по себе действие, дело, ваше намерение, какая-то цель, которая касается, может быть, согласований каких-то, у вас будет осуществлена. В принципе, больше порядка, больше уверенности, и у вас выпадает значение якоря. Это всегда здорово. И кроме этого, карта еще подтверждает, я могу сразу сказать, посмотрите, у вас совпадает корона. С одной стороны, это символ власти, с другой стороны, это и для вас, мои дорогие, возможность, к примеру, получить новую должность или что-то, если у вас бизнес, в части с вашего бизнеса тоже как-то укрепить собственные позиции или расширить, опять же, горизонты вашего личного дела или горизонты ваших возможностей.
Отчасти эта корона будет свидетельствовать как раз о каких-либо инстанциях. С другой стороны, это и ваш контроль, и ваши возможности, когда, соединив воедино, у вас получится осуществить какой-то вопрос. Идем дальше. Вот сама по себе даже как бы конфигурация карт, обратите внимание. У нас выпадает как бы дом, да, он тут в перевернутом значении, но это не важно. Имеется в виду официальные учреждения. У кого-то это могут быть банки, и у вас это совпадает. Значит, есть какая-то конкретика, чисто документальная. Может быть, вы будете обращаться к юристам, или вы будете что-то делать из разряда наверняка, или как предусмотрено законом, или вы будете искать какую-то информацию, и у вас все равно получится что-то, как довести до ума. Вот есть такая фраза: вот у вас, мои дорогие, это осуществится. Тем более у вас выпадает как и корона, так еще и значение якоря. Это, ну, все в наших силах, все в нашей власти. То, что мы задумали, мы осуществляем. И нам пока больше деловая сфера. Выпадает внезапное какое-то известие, событие. И это может касаться чего угодно. Я специально в этом пасьянсе не конкретизировала, молнию только изобразила. И это имеется в виду, может быть, новость какая-то, информация. Или пусть это будет даже в личной жизни. Предположим, не в вашей семье, не вашей пары это касается. Или даже не вас вот напрямую лично, а, к примеру, какие-то события, связанные с родственниками. Или, может быть, с вашими близкими друзьями даже, которые едва ли не ближе, чем родственники. Так ведь тоже бывает. Каким-то образом это событие или эта новость, известие будет воздействовать на вас. То есть то дело, в которое вам придется включиться, может быть, и неожиданно. Правда, через какие-то новостные моменты или информационные, или вы пошли какой-то вопрос согласовывать, и вы узнаете, что по регламенту нужно еще какую-то бумагу, допустим, подготовить. Для вас и это может быть неожиданно. Значит, вы на что-то должны будете отреагировать, одним словом. Идем дальше. Смотрю, что у нас еще совпадает. И, кстати, у вас еще совпало вот такое значение метла. Это как избавиться от всего лишнего, что вам мешает жить. Это где-то и ментальность, это наши вчерашние мысли, как вчерашний борщ, который мы все, может быть, не можем что-то забыть, заново какую-то историю вспоминаем, а как бы я поступил или поступила, нужно было сделать так, а если бы я сделал эдак, а как бы человек поступил. Вот есть какой-то, как и ментальный мусор, так и буквально, может быть, кто-то будет заниматься жилищем, делать ремонт. Но это избавиться от груза прошлого. В любых номинациях нам приглашают, нас, точнее, это значение. Идем дальше. Смотрим, что у вас еще совпало. Сияйте, как звезда, мои дорогие. Представители знака зодиака Рак. Рост вашей популярности, рост ваших возможностей. У кого-то переезд будет планироваться далеко. Или вы словно выбираете траекторию движения на лет 10-20 вперед. Само по себе начало сентября, если мы говорили по раскладу неожиданности и сюрпризы, будут и сюрпризы, когда вы действительно какое-то дело сумеете завершить, с чем-то определиться, сделать важный выбор. Но это не выбор ради выбора или не дело как какой-то пункт в вашей жизни, а вы именно словно этап жизненный завершаете, и когда выпадает звезда, это уже новые планы на будущее. Это где-то может граничить с тем, что вы сами будете как раз этот порядок в жизни инициировать, избавляясь от того, что не служит прогрессом на будущее или от какого-то балласта. И здесь у каждого по-своему. Могут быть и рабочие моменты, у кого-то может быть и смена работы, вы задумаетесь, предпримете какие-то очень важные первые шаги, и определенно вот это самое будущее. И по этой карте
Это когда сбываются наши мечты. Это не буквально в сентябре, нет. Это наши намерения и цели, которые мы ставим как раз на перспективу, но по звезде у нас это получается. Нет ничего невозможного. Итак, смотрю, что еще могло совпасть. Веер совпадает, и в этом значении веер – это хорошее настроение, легкость на подъем, воодушевление, вдохновение. Может быть, по этой карте и флирт, мои дорогие, или непринужденное какое-то общение. То, что без определенной тяжести. У нас и в отношениях бывает тяжесть, у нас бывает и по делам, или какие-то грустные мысли. Вот здесь нет действительно какое-то освобождение. И на место каких-то застарелых проблем вы словно меняете ракурс на новые ориентиры. Вот здесь на какие-то новые свершения или то, что для вас может быть интересным. Как будто нет вот этой, как оков, точнее, которые могут вас ограничивать, или какого-то дела, которое тянет назад, вам как раз и захочется подвести что-то либо до точки, либо найти этот баланс, либо какое-то дело, которое нужно продолжать, все равно видоизменить, и вы будете организовывать свою жизнь совершенно в новом ключе, исходя из того, что же, как в приоритетах у вас меняется, а меняться определенно будет. Вы сами запускаете этот механизм перемен, потому что, ну, есть, наверное, то, что вам уже попросту надоело. Не служит для вас лично каким-то вдохновением. И пока я с вами разговариваю, я смотрю, что у нас еще совпало. Вот какой-то выбор вы сделаете легко, потому что в этом пасьянсе есть значение паука, и это как символ страха. И у вас в разных позициях абсолютно, поэтому уверенность в себе, и причем такая, знаете, спокойная уверенность. И это очень важное качество, которое перед нами открывает как раз словно новые горизонты и перспективы. С одной стороны, мы и готовы где-то включиться в те или иные вопросы, мы допускаем, что что-то может пойти не так. Но, в принципе, это когда у вас внутреннее состояние уверенности приходит, что бы ни происходило, я совсем справлюсь. И это дорогого стоит. И, мои дорогие, я не вижу совпадений. Давайте на картах Таро проясним, что-то дополним. Неожиданности и сюрпризы. 3 карты мы с вами достанем. Каковы неожиданности? Может быть, какая сфера? Нам расскажут карты. Для вашего знака зодиака. Итак, неожиданность. Карта умеренности – это все то, что я говорила. Это баланс души, это душевное равновесие. Это когда мы никуда не торопимся. Это старший аркан. И вот так спокойно, планомерно, в неожиданностях, как бы даже говорят, нет этих неожиданностей. Но то, что ты себе планируешь, у тебя получится осуществить. Словно высшие силы помогают вам, правда, все расставить по местам. А если и есть вот этот мусор, то вы от него легко избавляетесь. Нет сожаления. Тут наоборот, самому хочется как будто больше воздуха, больше творчества, больше какого-то энергоподъема, нежели оборачиваний назад или каких-то оглядок, или пытаться там что-то переделать из прошлого. Вот, видимо, то, что вы уже сами знаете точно, для вас не служит продолжением, вы легко с этим будете прощаться. В неожиданностях вот нам добавляют еще и в картах Таро как раз аркан правосудия. И мы с вами говорили, что какие-то высокие учреждения. Я допускаю, что у кого-то, конечно, это могут быть некоторые вопросы, которые буквально с судом связаны. И поэтому, как аркан умеренности, баланс, так и по аркану справедливости держать баланс. Значит, для вас будет очень важным, как сделать все по закону. Будь то оформление документа, или пусть это вопрос касается отношений или какой-то прежней истории. Вы можете даже планетарно, как бы гороскоп это предусматривает,
подводить уже к какому-то знаменателю. Поэтому для вас, ведь по аркану справедливость всегда идет причина и следствие. И если мы прежде сделали что-то хорошо, нам словно Вселенная помогает, пусть руками других людей, но у нас получается осуществить какое-то наше намерение. Если мы сделали не очень хорошо, значит, нам тут вот тоже где-то, начиная с сентября, из период осени, могут вернуть на доработку какой-то вопрос. И тогда придется его именно в контексте по закону решать. Может быть и так. У кого-то банально это может быть связано с какой-то бумагой или отчасти ваши планы на будущее. Но привести какие-то, может быть, и ваши личные намерения и цели нужно будет к тому пункту, когда у вас все словно готово. Вот если у вас выпадает значение звезда, и мы сказали, это как на последующий период, на долгий, вы уже что-то можете планировать, и в последующем у вас получится это осуществить. Но еще тогда карты вам говорят, тебя ничего не должно через энное количество времени, с учетом аркана справедливость, застать врасплох. Реши сейчас на берегу какие-то вопросы, которые ты видишь, что да, вот именно теперь нужно с чем-то разобраться. И не думать, что какое-то дело словно рассосется само или закончится само. Нужно быть реалистом. Неожиданности. Попажу кубков, это, наверное, как веер, хорошее настроение. Может быть, у кого-то вопросы, связанные с детьми. Или какой-то ваш проект новый, у кого-то по части личной жизни. Или вообще, в принципе, мои дорогие, личная жизнь тоже проходит. И вот это состояние легкости, когда можем легко проговорить те темы, на которые прежде духа не хватило, может быть, это озвучить. Словно обновить отношения ваши, кто в паре. А для тех, кто один или одна, ну, я не исключаю возможность нового знакомства. Мы смотрим на неожиданности. И вполне вероятно, человек может быть моложе вас. Но карта не говорит о чем-то продолжительном. Нас просто карта приглашает вдохновиться, значит, поводов для радости, для легкости на подъем, для новых планов, для новых свершений, для хорошего настроения. Через неожиданности будет больше. Сюрпризы. Хотя вот неожиданности я больше ведь эту позицию расцениваю как, ну, как, возможно, какой-то минус. Но у вас нет этих минусов. Конечно, у каждого, как я уже сказала, аркан справедливость может проиграться, ну, с деталями. Но, тем не менее, значит, даже если у вас сейчас, мои дорогие представители знака зодиака Рак, какая-то путаница, именно по части вопросов в суде, или какие-то имущественные споры, иные споры, может быть, и медиаторство, то вы останетесь довольным. Найдется какой-то компромисс, или если не на 100%, все-таки паж кубков маленькая карта по значению по своему, но, значит, в вашу пользу будет решено с большим процентом. Вас какое-то дело в конце концов оставит, или то, из-за чего вы переживали, оно тоже нивелируется, сойдет к какому-то нулю. Сюрпризы, давайте узнаем. Будьте готовы к неожиданностям. По рыцарю жезлов это у нас всегда проходит сам по себе сюрприз. Или где-то внезапное какое-то событие, известие, когда буквально вам придется собраться и куда-то поехать. К вам может приехать какой-то человек. Есть те дела, события, на которые вы должны отреагировать словно быстро. Вы не сможете отложить в сентябре что-то на потом. Потому что упустите время, нам об этом говорят. И будь прозорливым и внимательным. Какая-то активность или, может быть, какая-то поездка очень важная у вас тоже может состояться. И мы ведь рассматриваем сюрприз, поэтому будет дважды важно от чего-то не отказаться, потому что это как раз и может где-то вот как значение звезда для вас означать новые ориентиры, новые возможности, новые перспективы и какой-то ваш интерес. Но вот как воин быть стоит. То есть правильно анализировать ту обстановку, которая приходит к вам извне. Или какие-то новости, или события, может быть, то, что вы слышите, тоже стоит проанализировать. Но не пропуская через душу и сердце, а вот таким более рациональным умом. И чтобы не было где-то
горячности. Вот эта горячая карта рыцаря жезлов, это имеется в виду внутренний импульс, когда вы готовы к неожиданностям. Но вот здесь сюрприз, словно энергии ваши меняются. Что же еще? Вот ваша карта. Все зависит от того, какие вы себе тут планы поставите в сюрпризах. И где-то это может как раз резонировать с возможностями, мои дорогие. Как раз осуществить то, что вы намеревались, может быть, в августе, а в августе это не получалось, может быть, и месяцами раньше. Здесь с какими-то новыми вариантами вам придется что-то корректировать, но определенно вы можете решить те вопросы, которые касаются, первое, финансы, второе, личная жизнь. Какие сюрпризы для вас? И еще один рыцарь кубков. Передвижений будет много. И либо это ваши знаки внимания к любимому человеку, либо по этой карте могут и к вам оказывать тоже знаки внимания. Даже если уже в ваших отношениях вроде все понятно, значит, карта все равно настойчиво дополняет значение, что ну, взаимопонимание с вашим партнером. Или для тех, кто один или одна, может быть новое знакомство. Может быть, это вы на выборе. Кто-то и так может оказаться, когда вы выбираете между партнерами. Или с кем мне остаться, какие отношения предпочесть. Я понимаю, это не для всех, но для кого-то может быть. Но что нам говорит карта? Какие-то радости, добрые события, и можно расценивать эту карту как совет. Ты не строй, если по части тебя что-то даже вдохновило. Или какие-то отношения. Мы ведь больше рассматриваем рыцаря кубков именно с какой-то любовной даже позиции. Так вот, если такие отношения, может быть, как новые создаются, или вы знакомитесь с человеком, не стройте грандиозных замыслов сразу, вы как будто должны узнать друг друга получше. Давайте достанем карту «Совет» саму по себе. Вот король Пентаклей, он великий консерватор. И этот консерватизм как раз и помогает решить вопросы с документами, решить вопросы с банками, провести важные согласования или что-то оформить, разобраться с денежной какой-то проблемой, если таковая имеется, или решить вообще какую-то свою финансовую стратегию, тактику. Тут все это со знаком плюс. Дела, которые касаются вашего жилища, дома, семьи, тоже могут проходить. Ведь король Пентаклей, повторюсь, он еще и реалист, вот этот консерватизм ему помогает в сложные времена. Немного сложновато с вдохновением, мои дорогие, у короля Пентаклей. И поэтому ваша задача, как новые какие-то возможности себе наметить, воспользоваться тем, что вам дает судьба, а это будет. Но это приходит к вам совсем не тем путем, как вы ожидали. Вот этот альтернативный вариант развития событий нам как раз и помогает вдохновение увидеть. Поэтому вам уже несколько значений, обратите внимание, как вот этот веер я говорила, так и две карты приятных, радостных эмоций, хорошего настроения приглашают вас вдохновиться. И все в вашей жизни через практику, через реальность проходит в сентябре. И для кого-то это может быть партнерские, как вот отношения, которые вы будете. Может быть, прежде была какая-то дружба, и кто-то из вас задумается, а не перевести ли эту дружбу на новый уровень. У кого-то будет и так. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.